Природа щедра своими дарами. Сколько в ней необычных растений, которые помимо пользы еще и дарят нам эстетическое наслаждение. Среди них есть весьма эффектные представители, которые способны украсить сад не только в теплый период, но даже в первый месяц зимы. К таким относится брассика. К сожалению, глубокой осенью, после затяжных холодных дождей и первых заморозков, мало что может порадовать своей красотой. Природа готовится к зимнему сну, и ярких красок с каждым днем становится все меньше. Однако это не относится к декоративной капусте. Она выглядит привлекательно даже с приходом морозов. Эта холодостойкая культура легко переносит заморозки до -5 градусов и временное понижение температуры до -12. Брассика не теряет своей декоративности и в декабре. Для нас, садоводов средней полосы, пожалуй, это единственное растение, которое отличается столь красочной окраской даже зимой. Его причудливые розетки из плотно набитых гофрированных листьев выглядят потрясающе. Есть сорта, которые по виду напоминают гигантские розы, морские кораллы и даже перья птиц. Удивляет и то, что холода влияет на брассику позитивно, делая ее окраску еще более насыщенной. Благодаря декоративной капусте ваша территория, клумбы и цветники будут еще очень долго выглядеть ярко и неординарно. Только посмотрите, какие интересные решения можно создать с ее помощью. Это настоящие шедевры природы. Согласитесь, как приятно приехать в свой опустевший сад и насладиться подобной красочной красотой. Брассику выращивают как в открытом грунте, так и в контейнерах. Садоводы, дачный сезон которых заканчивается в сентябре-октябре, могут аккуратно выкопать несколько самых ярких розеток и пересадить их в глубокий горшок. Такие растения можно даже забрать с собой в городскую квартиру. Чтобы капуста выглядела декоративной как можно дольше, поставьте ее в светлое прохладное место, например, на северный подоконник или лоджию. Еще проще срезать розетки и удалить нижнюю листву. Такой причудливый букет будет радовать вас своим видом достаточно долго, если воду, где стоит брассика, периодически заменять на свежую. Кстати, флористы уже давно используют декоративную капусту для составления разных композиций и небанальных букетов. Ее пестрые розетки оригинально смотрятся даже в сочетании с розами. Чем не растение для дополнительного заработка? Декоративная капуста в последние годы стала чуть ли не одной из самых модных культур. Ей украшают не только частные сады, но и городские парки, особенно в Европе. Благодаря долгоиграющей красоте, неприхотливости и универсальности брассику используют в самых разных местах. Очень оригинально смотрятся клумбы, на которых розетки расположены группами и в виде геометрического рисунка. Подобные композиции привлекут внимание кого угодно. Этим растениям также украшают приствольные круги деревьев, высаживают в объемные катки, длинные ящики и даже создают красочные высокие конструкции. Радует и то, что среди декоративной капусты уже выведено множество разных сортов. Они отличаются не только расцветкой, но и формой листвы. Есть очень крупные и высокие сорта, до 100–130 см, более компактные и даже карликовые. Самые низкие растения вырастают в высоту не более 20 см. Такие сорта отлично подходят для контейнерного выращивания, декорирования края дорожек и цветников. Диаметр розеток может варьироваться от 10 до 30 см и больше. Брассика также удачно сочетается с самыми разными растениями, декоративно-лиственными культурами, вечнозелеными и хвойными. Вы, наверное, удивитесь, но брассика была весьма популярной в Древнем Египте. Эту культуру выращивали во времена правления фараонов. Позже декоративная капуста пользовалась не менее большим спросом у древних греков и римлян. Тогда люди ценили не только ее декоративные качества, но и целебные свойства. Как и все ее родственные огородные культуры, семейство крестоцветные, она вполне съедобная. Кроме ценной клетчатки, листовые розетки содержат большое количество питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов. Больше всего в декоративной капусте витамина А и С.
Во вкусе листьев преобладает своеобразная горчинка, которая становится все меньше с приходом заморозков. После легкого подмораживания плотные листья брассики приобретают более нежный вкус. В средней полосе такую капусту чаще всего выращивают как однолетник, хотя по своей природе это двулетняя культура. Ее красочные розетки на второй год уже не столь привлекательные, но есть сорта, которые в садах с мягким климатом остаются декоративными и на следующий сезон. У нас декоративную капусту чаще выращивают рассадным путем. Посев семян проводят в марте-апреле. Ее также высевают в открытый грунт, накрывая посевы дугами с пленкой или агроволокном. Молодые всходы способны выдерживать кратковременное похолодание, а вот жару капуста не любит. Именно поэтому летом розетки часто поливают по листьям холодной водой. Рассаду лучше выращивать при температуре плюс 18-20 градусов. Как и все капустные, брассика предпочитает питательный грунт с нейтральной реакцией. В состав можно добавить небольшое количество золы, гашеной извести или доломитовой муки. Подросшую рассаду высаживают на постоянное место с цельным комом земли. Учтите, что взрослые растения пересадку не любят. Это связано с их мощным стержневым корнем. Чтобы брассика проявила свою декоративность по максимуму, высаживайте ее в хорошо освещенных местах. Также не забывайте о своевременном поливе и подкормках. Красоту листьев может существенно подпортить такой вредитель капустных культур, как крестоцветная обложка. Защитить молодую нежную листву поможет опудривание золой или табачной пылью. Также вокруг розеток на землю подсыпают гашеную известь. Подобные обработки хорошо помогают и от слизней. Зато в белокрылке декоративная капуста неинтересна. Видимо, ее сбивает с толку ее яркая окраска. В основном в уходе это растение неприхотливое и от выращивания капусты обыкновенной особо ничем не отличается. К тому же брассика – это настоящая королева позднеосеннего сада. А на территориях с мягким климатом она будет радовать вас вплоть до прихода весны. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении. Выращивали ли вы его на своем участке? Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.